Здравствуйте, друзья! С вами снова Puzzle Taker, охотник за головоломками. И сегодня я хочу сделать для вас обзор довольно редкой головоломки, которая пришла ко мне недавно. Вот ко мне прилетел вот такой вот пакетик. Я не сразу понял, что в нем, просто потому что у меня заказано много разных головоломок, которые потихоньку ко мне приезжают. Я их придерживаю для будущих обзоров, поэтому, кстати, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить обзоры новых головоломок. Но в итоге, в общем, как выяснилось, эта головоломка и эту головоломку я заказал с Кикстартера. Там должна быть новая, интересная, клевая головоломка. Я хочу сделать ее обзор, причем обзор без спойлеров, потому что я не люблю это дело, когда в видео показывают, как собирать головоломки, которые я бы мог решить сам. А то так и головоломок не останется. Так вот, давайте сделаем этот обзор, посмотрим, что внутри. Ну и какое видео доставки из-за рубежа обходится без кадров распаковки. Давайте с этого и начнем. Итак, вот мы и телепортировались на наш стол для распаковки. Кстати, мне интересно ли вам вот сам вот этот процесс распаковки? Или же вы хотите сразу видеть распакованную головоломку и какой-то обзор про нее? Лично мне довольно волнительно, потому что там могут быть и кирпичи какие-нибудь, или, не знаю, конфеты вместо головоломки. И я даже не знаю, что я буду делать тогда. Итак, давайте тихонечко все это дело разрежем и посмотрим, что же у нас внутри. Оп. Так. Оп. А внутри у нас... Опа. И вот такая вот замечательная открыточка Thank you. Итак, друзья, я приблизил камеру, чтобы вам было видно получше, что это у нас за головоломка, что внутри. Во-первых, тут у нас табличка «Спасибо». Это спасибо мне, видимо, за то, что я поддержал компанию и приобрел данную головоломку. И спасибо вам, что вы смотрите данное видео. Итак, давайте посмотрим поближе, что же здесь у нас написано. Во-первых, тут написано «A big fat Austrian bussy from us to you». Большой, жирный австрийский поцелуй от нас к вам. Ну и тут сказано, что я играл большую роль в успехе данной компании. Также написано, что внутри есть мелкие части и детям до 3 лет нельзя давать эту головоломку. Ну и можно также подписаться на Инстаграм, запостить решение там или рассказать историю решения. Можно отправить фидбэк вот на этот адрес. Ну и вот здесь у них есть QR-код магазина. Давайте я поближе вам покажу. Оп. То есть в этом магазине можно приобрести данную головоломку, несмотря на то, что кампания на Кикстартере уже закончена. Итак, поехали. Давайте распакуем. Вот такая коробочка. Почта России, конечно, не лучшим образом себя, как всегда, показала. Ну, давайте все-таки откроем. Открываем, и у нас здесь не один, а целых 3 пазла. И вот так. Хоп. Хоп. Целых 3 у нас тут головоломки. Давайте вот так уберем. Смотрятся они замечательно. И давайте я вам расскажу историю создания этих головоломок, из чего они сделаны, что да как, так сказать. Ну и заодно посмотрим, как они выглядят с разных сторон. Данные головоломки созданы в Австрии.
и их создатель этим особенно гордится. Создателя зовут Эдгар, он и его команда во времена ковида, год или два назад, пришли вот к такой идее. Бизнес, видимо, шел не очень хорошо, они решили попробовать что-то новое во времена локдаунов и придумали вот такую клевую головоломку, и даже не одну, а целых 3. А если быть точным, то их на самом деле даже 4, но одну из них я не приобрел. Об этом я расскажу чуть позже, почему и что это за 4-я головоломка. Итак, из чего сделаны данные головоломки? Эти головоломки сделаны из анодированного алюминия. Они вырезаны на фрезеровочном станке компьютеризированном и, соответственно, резко очень точная, то есть здесь все подходит прямо тютелька в тютельку, все четко. Вот можете даже вблизи увидеть, что здесь уголки чуть-чуть срезаны. Я думаю, что это сделано специально, чтобы не пораниться, не поцарапаться, ну и чтобы они не отломились в случае чего, потому что здесь очень тонкий слой с края был бы. И также можно видеть вот здесь вот логотип данной головоломки, ну и вообще вот такая буква И, которая перевернута в виде троечки, она также находится не только в названии головоломки Cryptid, но и в названии компании, которая их производит. Называется она Unlimited. Вообще, надо сказать, что такие головоломки, они относятся к головоломкам типа невозможный объект. Почему? Потому что, как вы видите, с этой стороны вот такой вот вырез. Вырез в виде ласточкиного хвоста. То есть это невозможный объект, ласточкин хвост. И с этой стороны такой же, и с этой стороны. То есть, если подумать, то просто так это не расцепляется, и кажется, что невозможно в принципе сцепить две части вот таким образом. Но, как выясняется, это вполне даже возможно. Их очень приятно держать в руках, потому что это металл. Они, не сказать, что тяжелые, но и не супер легкие. Хотя изначально мне показалось, что посылка прям слишком даже легкая для металлических головоломок. Они выглядят очень стильно, замечательно. Особенно вот в черном исполнении прикольно смотрятся с этой стороны. И, например, могут стать прекрасным украшением для вашего офиса или для вашей комнаты. Могут заинтересовать других людей. Ну и вообще они, мне кажется, очень стильными и клевыми. То есть это не просто как головоломка может рассматриваться, но и такой интересный предмет интерьера. Такие головоломки, они в принципе давно уже существовали. Бывают они разной формы, разного вида, разного материала. Эти у нас из алюминия, то есть металлические. Бывают также деревянные, пластмассовые. Ну, в принципе, какие угодно материалы можно использовать, лишь бы все это было четко и ровно. Цвет тоже, конечно же, может отличаться. Здесь цвет за счет анодирования такой вот создан. Мне он особенно нравится вот всегда. То есть не какой-то краской покрашено, а вот так вот замечательно сделано. Очень качественно, очень ровно. Бывают также разные формы. То есть я, например, видел видеообзоры, ну, где-то в магазинах продающиеся квадратные головоломки такого типа. Но я думаю, могут быть и любой другой формы. Треугольные же головоломки, они существовали довольно давно. И, как заявляет автор, он, наверное, вдохновлялся вообще при создании этих головоломок японским искусством создания различной мебели из дерева, где бруски дерева, детали соединяются с помощью вот таких вот соединений, типа ласточкин хвост. Ну и, конечно же, автор вдохновлялся головоломками других дизайнеров головоломок. Давайте я вам перечислю вообще
какие еще есть подобные головоломки. Арди Роуз также создавал треугольные головоломки подобного вида. Скотт Эллиот создавал тоже такие же треугольные связки, так сказать, соединения. У Питера Хельма есть серия таких же Dovetail, то есть ласточкиных хвост пазлов. Также подобные головоломки — это Cast Diamond от Ханаямы, это Heart of Hearts, это The Monkey Nuts, Cast Love тоже от Ханаямы, то есть они чем-то похожи. Но, как заявляет автор, механизм открытия вот этих головоломок кардинально отличается от механизма открытия других головоломок подобного же вида. Далее. Как я уже сказал, не только эти головоломки можно было взять на Kickstarter. Была еще 4-я головоломка, которая называется Clay Knot, что с немецкого переводится как просто какая-то хорошо сделанная вещица, а в современном мире это больше как ценная вещь, наверное, переводится. Отличается головоломка Clay Knot от этих трех, во-первых, размером. Она раза в 3, наверное, больше. Ну и также она отличается механизмом открытия. Он, как заявлено, немного проще, чем здесь, потому что головоломка Clay Knot, она больше служит как такой волшебный сундучок, куда вы можете что-то положить и, например, какое-то послание или подарочек и отдать, и чтобы другой человек смог его открыть, не сильно утруждаясь. Кроме того, на Kickstarter можно было приобрести подставку, но, как мне кажется, и без подставки данные головоломки прекрасно выглядят. Вот можно прям вот так вот на них посмотреть. Оп. Можно на них вот так посмотреть. Вот так. Черный — это вообще шикарный цвет. Так, во-первых, давайте посмотрим поближе вот эту головоломку. Если ее трясти, ничего не стучит. Вот здесь немного что-то внутри стучит, но слабенько. Так она никак не поворачивается, не двигается ни в какую сторону. То есть все очень крепко и вообще непонятно, что делать. Как ее решать? Все очень крепко, четко. Сходу не ясно. Я уже попробовал ее порешать. Красная головоломка — это, наверное, первая головоломка из 3, которую я смог решить. Заняло это у меня не более 5 минут. То есть не слишком долго. Но при этом я считаю, что я уже знаю много разных способов, как открывать головоломки. Поэтому, возможно, поэтому мне было это сделать не так уж и сложно. Хотя механизм открытия довольно необычный. Такого механизма я еще нигде не видел. Вам может повести не так, как мне, и вы можете открывать ее гораздо дольше. Я собираюсь протестировать данную головоломку на других людях, на друзьях или на детях и посмотреть, насколько сложно им было открыть подобную головоломку. И обязательно постараюсь написать в комментариях, вышло это у них или нет, как долго заняло, чтобы вы тоже могли сориентироваться при покупке, если вы решите взять такую головоломку. Вот эти 2 головоломки я тоже решал, каждую, наверное, в пределах минут 5. Не сказать, что они были сложнее или легче, мне кажется, просто у каждой свой механизм вскрытия, так сказать. Но могу сказать, что вот у этих 2 головоломок, у золотой и у серебряной, немного похожий механизм открытия. То есть, если покупать по одной, то, наверное, я бы предложил взять все-таки красную сначала. Ну и одну из вот этих. То есть, если 2 покупать, то либо 2 вот этих, либо 2 вот этих взять.
все три это уже больше коллекционный вариант, но тоже интересно. Ну и даже четвертую бы, наверное, клево приобрести. Давайте поговорим о ценах. На Кикстартере я взял все три головоломки за 129 евро плюс доставка. Вы это можете увидеть на странице Кикстартера. У этого проекта я тоже оставлю ссылочку. Наверное, это все-таки дорого. Хотя сделано все качественно и решать вам. Но если посмотреть на сайте магазина этих головоломок, как я сказал, их можно все еще купить, не только с Кикстартера, то цена у них сейчас выше. Порядка 165 долларов за все три. И за одну, по-моему, около 66. Только не долларов, а евро. То есть, в принципе, дорого. А клейнот, четвертая часть, четвертая головоломка, она вообще стоит 259, по-моему, евро. То есть, ну, вообще дорогущая. На Кикстартере, конечно, было покупать дешевле. Поэтому следите за моими группами в соцсетях, где я публикую все новости о головоломках на Кикстартере. Тогда вы их сможете вовремя заметить, вовремя купить их и получить, получается, со скидкой. Если делиться впечатлениями о сборке этих головоломок, мне они показались не сильно сложными. Но опять же зависит от того, какой у вас предыдущий опыт сборки головоломок, что вы знаете о механизмах открытия головоломок и чего еще не знаете. Так что все-таки на удачу вот это вот брать. Может так казаться, что вы решите их быстро, а может оказаться, что вам понадобятся дни, чтобы понять, как же они открываются. Всем спасибо за просмотр данного видео, подписывайтесь, если вам понравилось, ставьте лайк, если не понравилось, ну подумайте, может тоже стоит поставить лайк, в следующий раз будет что-то интересное, особенно если вы напишите в комментариях, что вам интересно. Ну и ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о видео с обзорами новых других головоломок. Всем хорошего, отличнейшего настроения и удачи. Пока!